Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре лупер от компании Boss, модель RC10R. В наши одинокие и самоизолированные времена начала 2020 года очень важно иметь под рукой хороший лупер. И новинка от компании Boss — это, конечно, приятная модель, приятный лупер для интересного проведения вечеров. Потому что что? Потому что это не просто обычный лупер, это лупер, в котором есть отдельная дорожка с барабанами. И это не просто какие-то барабаны, а это действительно удобные барабаны, под которые реально играть. Давайте послушаем. Все начинается с интро барабанного, под которое мы можем вступить. И, соответственно, это не только блюз, который сейчас играет, это может быть любые другие стили. Может, например, быть фанк. Или это, например, может быть соул. Итак, допустим, нам нравится вот этот вот паттерн соула. И мы заходим в меню и думаем, а что можно бы еще найти такого тут? Попробуем изменить барабанную установку. Например, здесь это стиль Live, но это может быть и Studio Kit. Или Light Kit. Или джазовый кит. Даже кахон. Например, R&B. Ведь что может быть круче, чем R&B 808 такая установочка, да? То есть мы можем поиграть под такую. Соответственно, выходим из этого меню. И что самое прикольное, здесь есть разделение на первую партию и вторую партию. Мы можем, во-первых, сделать какой-то брейк. Правда прикольно? Каждый раз, когда мы делаем брейк, обратите внимание, сбрасывается индикация четырехтактного рисунка, и все начинается сначала. И, соответственно, если мы хотим перейти на вторую часть, и мы слышим уже другой паттерн в том же стиле, но немножко отличающийся, который может, например, быть для вас припевом. Удерживаем, переходим обратно на первый паттерн, на куплетный, и, соответственно, переключится и ваш ритм-трек лупера. И если мы захотим закончить, то мы просто делаем дабл-клик. И лупер играет брейк на концовку. Соответственно, у каждого барабанного паттерна он немножко отличается, он немножко разный. Вы можете найти именно тот, который вам подходит. И кроме этого загрузить свои, ведь здесь есть и USB-интерфейс для этого. И кроме того, вы можете это все синхронизировать вместе с метрономом вашего барабанщика, если он достаточно продвинутый, у него есть MIDI, потому что здесь есть MIDI in и out. Причем не обычные вот эти пятипиновые неудобные, а уже современные, мини-джеком. Соответственно, здесь стерео-инпут.
стерео-аутпут. Вы можете лупить как используя пианино, так и используя гитару. Если вы используете гитару, здесь много вариаций раутинга. Соответственно, мы можем это все вывести в стерео в усилитель, можем вывести это все в моно в усилитель. Причем, чтобы адаптировать звучание барабанов для усилителя, здесь есть, условно, функция фильтра, которая подбирает, изначально фильтрует звучание барабанов так, чтобы через усилитель они звучали натурально. Или, как мы сегодня записываем, мы выводим одним проводом только гитару в усилитель, а вторым в линию запускаем барабаны, что я и советую для живых выступлений, что, несомненно, круче, потому что логично, что барабаны круче звучат в PA, а гитара круче звучит в усилитель. Соответственно, это очень разнообразный по функциональности лупер, и давайте его посмотрим внимательнее и запишем какой-нибудь луп. Итак, для того, чтобы начать наш лайфлупинг, нужно сначала синхронизировать дорожку барабанов с дорожкой гитары. Для этого удерживаю кнопочку «Ритм», и индикация сгорается синим цветом, а значит, мы готовы начать. И я жму кнопочку «Ритм» еще раз, и она как бы отсчитывает мне, делает маленькое интро, чтобы мне было легко начать в нужном темпе. Так, получился у нас первый куплет. И, допустим, я хочу записать вторую партию, для этого жму луп. Так, как вы видели, если индикация горит оранжевым, значит мы в режиме овердаба. Если она горит зеленым, мы в режиме воспроизведения. Все практически как в лупере RC1. Если мне не понравилось, что я написал, или я, например, налажал, то я удерживаю кнопочку луп, и последний дубль стирается. Если я случайно сделал, то есть не хотел такого делать, то удерживаю еще раз, луп возвращается. Итак, соответственно, мне в целом нравится наш первый куплет, такой простой. Попробуем перейти на припев. Для этого удерживаем. Вторую партию. И переходим обратно, удерживая кнопочку «Ритм». Прикольно, что этот лупер делает такую правильную сбивку, чтобы отделить первый куплет от второго. Или, например, можно даже сбивку сделать в любой момент песни, если вам кажется это логичным. Для этого нужно всего лишь нажать кнопочку «Ритм». И видите, он сделал какую-то еще раз. Какую-то сбивку. То есть по моему желанию он делает сбивку и начинает рисунок с первого. Сначала. При этом по удержанию он переходит на вторую часть. Ну и уж совсем прикольно то, что если вы кликните 2 раза быстро по кнопочке «Ритм», то он сделает сбивку и остановится. И вот так, собственно, происходит лупинг на этой педали. Любой луп можно сохранить. Можно вынести, там, не знаю, сохранить на компьютер. Можно сохранить в самом устройстве, чтобы, придя на концерт, вы были сразу готовы зарядить какой-нибудь соляк, там, включаете ваш перегруз и делаете интро. Чтобы научиться пользоваться таким лупером, нужно какое-то время. Он довольно сложный, но, тем не менее, возможностей у него куча, и это крутой инструмент для домашних занятий, для концертов и просто для вдохновения. По-моему, компания Boss в очередной раз сделала довольно интересный лупер. А как он вам? Оставляйте свои комментарии внизу под этим видео, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, вот это все. До новых встреч!
А как она вам? Нет, сейчас не. Она вам. А как вам? А как она вам? Да. Я как будто бы... Довольно сложно разговаривать с людьми, когда ты смотришь в камеру. Итак, оставляйте оставляйте себя. Я смогу, пацаны, нормально. Давай. За 2 минуты ты пробуешь, давай. Угу.